Меня редко можно удивить премьерой нового автомобиля. Но сегодня именно такой день. Почему? Прежде всего, Шкода замахнулась на сегмент роскошных кроссоверов. И перед нами, так сказать, полностью новое поколение Кодиак. По сути, перед нами первый настоящий электрический Кодиак. Эта модель доступна как в семиместном, так и в пятиместном исполнении. И должен вам сказать, внутри вас ждет множество премиальных фишек и удивительно высокое качество сборки. Многих вещей мы просто не ожидали. Именно поэтому сегодня мы показываем вам новый флагман чешской марки. Абсолютно новую модель Шкода Пик. Пишется с буквой Q на конце. Чуть позже мы также оценим версию Sportline, изучим ее экстерьер и интерьер. Но действительно ли это пик возможностей для Шкода? Мы обязательно выясним это с Томасом на авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Перед нами, если можно так выразиться, укрупненный ENIAC. На решетке радиатора здесь применяется так называемая панель TEC-DEC со светящейся полосой по центру. Далее опциональные матричные LED-фары. Основной блок оптики расположен прямо здесь, а нижняя часть бампера получила более контрастное и спортивное оформление. И этот великолепный цвет кузова называется Rosewood Beige. Лия уже нашептала мне, что хочет себе пик именно в таком оттенке. И давайте сразу заглянем под капот. Ведь это электромобиль, так что перед нами, вероятно, тот самый настоящий полностью электрический аналог Шкода Кодиак, модель Пик. Дело в том, что она длиннее, чем ENIAC. И вот что у нас под капотом. Как ни странно, здесь лежит шторка багажника, которая в самой задней части машины в любом случае сдвигается с помощью электропривода. Но это специальное место, куда можно убрать шторку, если вы решите разложить шестое и седьмое сиденье. Кроме того, сюда же можно сложить зарядные кабели. Так что это не полноценный большой передний багажник, но тут можно хранить вещи, которые не нужны вам постоянно. А еще здесь есть классная встроенная воронка для залива омывающей жидкости, прямо вот тут. Тоже отличная идея. Ну и отметим хорошую шумоизоляцию с обратной стороны капота. Вот так. А теперь самое любопытное – габариты. Длина машины составляет 4 метра 87 сантиметров. Это на 21 сантиметр длиннее, чем Шкода ENIAC. И в линейке Volkswagen у нее нет прямого аналога вроде ID4. Эта модель получилась даже немного длиннее, чем стандартный Шкода Кодиак. А вот и колеса. Максимальные 21-дюймовые. Базовые версии стартуют с 19 дюймов. Обратите внимание на колесные арки с аэродинамическими вставками в глянцевом черном цвете. Мне кажется, в профиль машины выглядит почти как концепт-кар. Почему? Из-за абсолютно прямой поясной линии и довольно необычной формы задней стойки. Что ж, смотрится весьма эффектно. Ведь это всегда непростая задача – сделать длинный кроссовер гармоничным и элегантным. Сзади нас встречает современная Т-образная оптика. И перед нами модификация 90X. Это полноприводная версия. Разгон до сотни занимает 6,7 секунды, и это самый быстрый вариант линейки. На выбор предложит либо задний привод на платформе MEB+, либо вот такой полный привод с дополнительным электродвигателем на передней оси. Также доступны две батареи разной емкости. Лючок зарядного гнезда расположен с этой стороны. Меньше батареи имеет полезную емкость 59 кВт-часов. По сути, это базовый блок от ENIAC. А вот с большой батареей ситуация интересней. Здесь установлен крупный аккумулятор от Volkswagen ID7 полезной емкостью 86 кВт-часов. Именно им оснащена наша версия 90X. Руками не трогать. Это предсерийный образец, так что, пожалуй, оставлю лючок в покое. Но здесь доступна зарядка как переменным, так и постоянным током. По переменному току 11 кВт, а пиковая мощность на станциях с постоянным током достигает 220 кВт. Зарядка большой батареи с 10 до 80% занимает 28 минут. Конечно, сейчас на рынке есть машины, которые заряжаются быстрее, так что отсутствие 800-вольтовой архитектуры, пожалуй, единственный компромисс, с которым придется смириться. Тем не менее, с динамикой тут все будет в порядке. Экстерьер выглядит круто, да и ехать кроссовер должен с задором, поскольку здесь сохранен выраженный заднеприводный характер, даже в полноприводном исполнении. Ну а интерьер, к которому мы переходим прямо сейчас, обещаю, преподнесет немало сюрпризов. Кстати, вообще-то я планировал выглядеть сегодня совершенно иначе. Ну, знаете, надеть этот пиджак и подобрать к машине строгие туфли из коричневой эко-кожи. Но возникли две проблемы. Во-первых, студия Цефитов стала настолько жарко, что вести программу в пиджаке просто невозможно. А во-вторых, приличные деловые туфли жутко скрипят по этому полу. И этот звук постоянно шел бы в микрофон во время записи. Так что мне пришлось переодеться в футболку с кроссовками, извините за это. Но думаю, так ведь тоже нормально смотрится, да? А теперь перейдем к интерьеру. Открываем автомобиль и смотрим. Дверные ручки выдвигаются нам навстречу,
Вообще, в случае аварии они обычно тоже должны автоматически выскакивать наружу. По крайней мере, обязаны. Но если вдруг этого не произошло, вы все равно можете нажать на них вот так. И даже если они не выдвинулись сами, на них можно надавить с одного края, чтобы поддеть. Здесь по-прежнему сохранена механическая связь. Это полезно знать. Послушаем звук закрывания дверей. Отлично. И сзади тоже. Теперь заглянем внутрь. На дверных картах сверху используется текстурированный мягкий пластик. Чуть ниже очень любопытная декоративная вставка, а под ней отделка из эко-кожи. В зоне подлокотника материал тоже сделали помягче. Блок управления стеклами и зеркалами на двери вполне классический. Все привычно и просто. А вот это весьма интересный механизм открывания двери изнутри. Карман в двери изнутри обшит тканью. Слушайте, до такого даже у BMW нет. Ну и разумеется фирменная фишка Шкода. Ниша с зонтом в торце двери. Всегда приятная деталь. Я же говорил вам, что они замахнулись на люкс. А вот и рулевое колесо. Оно отделано новым, высококачественным полиуретановым материалом под кожу. На ощупь очень приятно. К тому же на руле расположены настоящие физические кнопки. Например, включение подогрева руля и привычные крутилки-ролики. На версии Sportline, которую мы покажем вам совсем скоро, будет уже другой трехспицевый руль. Для передней панели здесь выбрано светлое оформление, и посмотрите еще раз на эту текстуру. Наконец-то перед водителем установили полноценную крупную цифровую приборную панель. Не то что в Enyaq, где этот экранчик был совсем крошечным. Наш автомобиль представлен в топовой комплектации Suite, сиденья здесь обшиты перфорированной эко-кожей. Вот, взгляните на эту перфорацию. Материал действительно мягкий и приятный. А вот эта дополнительная подушечка из микрофибры вообще классное решение. На ней тоже обыгран узор перфорации. Эти кресла оснащены не только подогревом, но и вентиляцией. Круто! Кроме того, тут есть особая функция для релаксации. Вот она, та самая премиальная фишка. Я могу точно настроить кресло под себя с помощью этой кнопки. Это можно сделать прямо сейчас. А затем я могу сохранить это расслабленное положение в память. Нажимаю кнопку один раз и смотрите. Кресло само переезжает в позицию, которую лично я настроил, как режим отдыха во время зарядки. Вот это я понимаю вещь. Вы только посмотрите, это же фактически уровень проработки передних кресел, как в S-классе. Если впереди долгая остановка на зарядной станции, в общем, парни, увидимся где-то через полчаса. Ладно, не переключайтесь, смотрите дальше. На самом деле штука действительно классная. Я могу просто еще раз нажать вот эту кнопку, и кресло само возвращается в исходное рабочее положение. Все, зарядка окончена. Знаете, я бы сейчас и правда не отказался вздремнуть. Кстати, регулировка руля здесь механическая, по вылету и высоте. Ну а селектор коробки передач расположен справа на рулевой колонке. А теперь все становится еще интересней. Как я уже говорил, кресло здесь очень удобное, просто класс. В стандартное оснащение входит обычная глухая крыша, но на этом автомобиле установлена опциональная панорамная стеклянная крыша. И если вы заказываете стекло, то получаете вот такие солнцезащитные шторки с электроприводом. Сейчас это выглядит как единый элемент отделки, но при желании их можно полностью убрать. Или наоборот, раскрыть шторку на всю длину, а закрывает она крышу действительно целиком. Правда, проветрить салон не получится, так как крыша не открывается. Сама шторка не защищает от проникающего в салон тепла. Эта функция уже встроена в само атермальное стекло. Шторка нужна скорее для защиты от бликов и яркого солнца. Далее перед нами новый комплекс мультимедиа с вертикальным экраном на 13,6 дюйма. И снова отмечу приятные качественные материалы отделки. Все аккуратно обшито. Бардачок здесь просто огромный, а его крышка опускается очень плавно. Под центральной консолью есть свободное пространство, где расположены два разъема USB-C, а нижняя часть ниши получила приятную мягкую отделку. О, будь здорова ли я. Ну до чего же мило, она даже чихает очаровательно, правда? Затем обратите внимание на площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Они оснащены магнитами типа MagSafe, то есть телефон четко фиксируется на месте. Мощность составляет 25 Вт. Весьма солидный показатель. По идее, по контуру этих колец должно идти охлаждение. Мне кажется... Да, кажется, я слышу легкий гул. Судя по всему, охлаждение зон зарядки здесь действительно предусмотрено. Сами ниши оформлены очень здорово. Но вы все еще можете заряжать гаджеты по старинке. Как вы уже видели, внизу есть порт USB-C, а сверху сделаны специальные небольшие пазы, через которые можно аккуратно протянуть провод вниз, если вы предпочитаете классическую проводную зарядку. И посмотрите, здесь есть настоящие физические клавиши для регулировки скорости вентилятора и температуры, которые нажимаются с приятным отчетливым кликом.
О, какая красивая подсветка. Да, световая анимация прямо тут выглядит отлично. Сюда же вывели и аналоговый вращающийся барабанчик регулировки громкости. Так что я бы сказал, в этом интерьере они действительно учли абсолютно все пожелания автолюбителей. Отлично виден селектор трансмиссии, о котором я говорил, а затем центральный подлокотник. Его можно сдвинуть назад, и он тоже мягкий и приятный для локтя. В передней части у нас расположены подстаканники, которые при желании можно полностью вынуть. На их дне даже есть ворсовая отделка. Выглядит интригующе, правда? На что это похоже? С чем бы это сравнить? Даже не знаю. И у этой ниши весьма любопытное дно. Если я приподниму вот эту деталь, то здесь и там откроется еще больше свободного пространства. И сюрприз, я могу полностью вытащить этот органайзер, под которым скрывается огромное глубокое отделение. Кстати, здесь также предусмотрены специальные слоты для зарядных карт. Так что они подумали и об этом. А теперь представьте, вы остановились на зарядку, но спать не хочется, потому что нужно срочно поработать, например, за ноутбуком. Да, такое время от времени случается. Так, сейчас посмотрим, смогу ли я быстро это собрать. Действуем вот так. Это напоминает сборку винтовки или чего-то подобного. Затем фиксируем деталь здесь. И вуаля, у меня готов полноценный столик. Теперь сюда можно поставить ноутбук и немного поработать. Ну или мы с Ли можем устроить небольшой пикник. Да-да, в исключительно редких случаях я все-таки разрешаю есть в машине. Но все должно быть тщательно спланировано, аккуратно, чтобы ни единая капля или крошка не пролилась и не упала на обивку. Именно поэтому такой столик – отличная идея. Если что-то испачкается, его потом можно просто протереть и все. Ой, привет, я говорящий столик. Да, задумка и правда интересная. Шкода вечно придумывает подобные головоломки в духе Тетриса. Настоящий фирменный Simply Clever Tetris. Дети, кстати, будут в восторге от возможности заново собрать этот конструктор и вернуть все на свои места. Сами подстаканники имеют текстуру с 4 точками. Можно убрать обратно в эту нишу. А еще здесь предусмотрен специальный фиксирующий ремешок, чтобы детали не болтались и не гремели в движении. Так что решение действительно классное, мне нравится. Мультимедийная система здесь тоже совершенно новая, разработанная на базе Android. Работает она ощутимо быстрее прежней. Чуть позже мы сможем детально изучить как приборную панель, так и саму систему. Кроме того, здесь введен крупный блок проекционного дисплея, а вот ракурс места водителя. Отлично видны настоящие физические кнопки на руле. С их помощью я могу переключать режим отображения цифровой приборной панели. Например, вывести карту вот таким образом. Выше отображаются данные проекции на лобовое стекло, а по центру красуется новый вертикальный экран. Сейчас на него выведена навигация, но можно переключиться, к примеру, в меню настройки автомобиля. Система откликается в разы быстрее, чем раньше. Чувствуется, что железо получило более мощный процессор. Да и сама визуализация стала качественнее. Вся графика выглядит приятнее. Здесь же в меню можно заметить, что вы можете одновременно включить и подогрев, и вентиляцию сидений. Тоже весьма классная фишка. В общем, с точки зрения софта, здесь царит абсолютно другая атмосфера. Сверху можно вызвать выпадающую шторку быстрого меню, где легко отключаются все функции, которые могут отвлекать в дороге. Интерфейс действительно получился классным и удобным. Тут же буквально в пару кликов настраивается лимит зарядки батареи. Теперь перейдем к заднему ряду. Сверху на дверных картах нас встречает мягкий пластик, динамики аудиосистемы Sonos, чуть ниже аналогичная передняя декоративная отделка, мягкая подложка под локоть и точно такой же механический рычажок открывания дверей. Внутри карманы задних дверей уже не обшиты тканью. А теперь посмотрим на сиденья. Их можно сдвигать вперед-назад. И вау, диапазон продольной регулировки тут просто огромный. Угол наклона спинки также регулируется. Сами кресла обтянуты красивой эко-кожей оттенка керамик. Центральную часть можно откинуть. Внутри обнаружатся подстаканники, правда без адаптивных фиксаторов. Эту секцию можно сложить отдельно, получив лючок для перевозки лыж. Раздельный сдвиг дивана в пропорции 2 к 3 тоже работает без проблем. В нижней части по центру расположен блок управления климатом и подогревом задних сидений. Правда, сейчас на прототипе он обесточен. Под ним находится порт USB-C и съемный органайзер вставка. Если его убрать, в самом низу откроются дополнительные подстаканники. И посмотрите, когда передние кресла настроены под меня, на втором ряду остается колоссальный запас места для ног. Пространства действительно предостаточно. Посадка очень комфортная и вертикальная. Да, и над головой свободного места с запасом, никаких проблем. Что ж, перед нами действительно очень практичный и удобный автомобиль. И я уже разложил третий ряд сидений. И тут такое дело. Я все еще мог бы здесь поместиться, если бы кресло передо мной было сдвинуто чуть дальше вперед. Вот так. Разумеется, здесь предусмотрена функция облегчения посадки. Что ж, давайте проверим, смогу ли я усесться на самом заднем ряду. Как думаете, получится? Сейчас узнаем. С обеих сторон здесь есть специальные рычаги,
с помощью которых можно сложить спинку и сдвинуть кресло вперед. Так, посмотрим. Если я верну среднее кресло чуть назад, ну, в таком положении я бы точно не сел. Но мне нужно понять, помещусь ли я здесь в принципе. Да уж, тут тесновато. Для высоких взрослых этот ряд точно не предназначен. Запас над головой на пределе, да и с местом для ног все грустно. Сейчас я вам это покажу. Попробую зафиксировать среднее сиденье. Да нет, не выходит. В таком положении перед креслом вообще никто не сможет сесть. Так что взрослым сзади делать нечего. При этом сами сиденья сделаны на совесть. Качество отделки хорошее, перфорации тут нет, но она здесь и не нужна. Для пассажиров третьего ряда предусмотрели даже отдельный порт USB-C. Однако сценарий использования весьма специфический. Да, креплений Isofix здесь нет. То есть это классическая история, когда дети уже достаточно подросли, чтобы ездить без детского кресла, но еще не вымахали настолько, чтобы перестать сюда помещаться. Никаких Майклов Джорданов на этом ряду, даже в подростковом возрасте. Кстати, отсюда сзади кузов кажется немного фиолетовым, из-за отблесков огромного студийного экрана, где летают птицы и все такое. Просто чтобы вы знали, на самом деле в задней части цвет машины тоже более золотистый. Теперь поговорим о багажнике. Его объем составляет 890 литров для 7-местной версии и 935 литров для 5-местной. Скоро я наглядно продемонстрирую вам, как все устроено. Мой чемодан, разумеется, без проблем сюда помещается. Ширина отсека составляет около 1 метра между колесными арками. Расстояние до спинок третьего ряда сидений 54 сантиметра. Под полом есть дополнительное пространство. Панель можно приподнять и зафиксировать вот так. Сюда, к примеру, тоже можно сложить зарядный кабель. Вполне рабочий вариант. Сложить сиденье последнего ряда можно вот таким образом. Правда, это получится сделать только если я сначала немного сдвину кресло второго ряда вперед. После складывания галерки средний ряд можно вернуть обратно, и тогда минимальная длина багажника составит 1 метр 10 сантиметров. Но, как я уже говорил, ее можно увеличить, если сдвинуть кресло второго ряда по салазкам до упора вперед, вот так, и изменить угол наклона их спинок. Все это легко регулируется. С другой стороны, если оставить их в исходном положении, мы можем воспользоваться клавишами дистанционного складывания в багажнике. Нажимаем вот так и вот так. Да, для этого кресла возможно понадобится еще одно нажатие. И вот перед нами сценарий с максимальной погрузочной длиной, как обычно в 4К, а скоро, глядишь, перейдем и на 8К. В таком режиме вам доступно практически все свободное пространство салона. Здесь честные 2 метра. Это очень-очень круто. То же самое касается формы проема и общей эргономики. Кроме того, здесь реализована технология V2L. Питание обычной бытовой розетки идет напрямую от тяговой высоковольтной батареи. Запитывать внешнее устройство можно как изнутри, так и снаружи. Здесь установлен выдвижной фаркоп с электроприводом, а в комплекте идет специальный внешний переходник для функции V2L. Эй, Томас, ты забыл измерить высоту. Спасибо за подсказку в комментариях. Высота проема составляет 73 сантиметра. А вот и другое исполнение, версия Sportline. И в белом цвете кузова автомобиль выглядит просто сногсшибательно. Здесь вы можете наглядно оценить контрастный глянцево-черный элемент отделки, который является визитной карточкой пакета Sportline. Смотрится очень круто. Корпуса зеркал, как и рамки остекления, здесь тоже выполнены в черном цвете, что создает такой зловещий брутальный образ. Колесные диски тоже черные, причем здесь установлены максимальные 21-дюймовые. И на этой машине контраст с необычной формой задней стойки в стиле концепт-кара становится еще более очевидным. Но повторюсь, это не концепт, а самый настоящий серийный автомобиль. Сзади нас снова встречает обилие черного глянца, особенно в оформлении нижней части бампера. Модель получила новый шильдик Sportline, и тут есть два нюанса. Во-первых, это отделка сидений микрофиброй, которую мы сейчас оценим, а во-вторых, перед нами 5-местная модификация. Разумеется, вы без проблем можете заказать версию Sportline и в 7-местном исполнении, это предусмотрено как и наоборот. Главный плюс 5-местной машины в том, что вы можете опустить фальш-пол багажника в самое нижнее положение. За счет этого увеличивается полезная высота отсека. Здесь она составляет 84 сантиметра. Очень классная штука. Кстати, вот эту полку разделитель можно использовать в разных конфигурациях или снова вернуть в верхнее положение. Честно говоря, поскольку практичность третьего ряда сидений довольно ограничена, 5-местный вариант, пожалуй, выглядит даже более удачным выбором. А теперь оценим переднюю часть салона Sportline. Внутри нас встречает великолепная отделка из микрофибры. Например, в верхней части дверей используется уже другая декоративная вставка. Рулевое колесо здесь тоже изменилось. Оно получило трехспицевый дизайн, перфорацию в зонах хвата и шильдик Sportline. На передней панели также стало гораздо больше микрофибры. Все оформлено в строгом черном цвете. Форма кресел здесь точно такая же.
но по центру они обиты черной микрофиброй с перфорацией, а по бокам эко-кожей. Давайте сравним удобство посадки. Анатомия и эргономика сидений абсолютно идентичны. Да и оба варианта материалов очень приятны на ощупь. Пожалуй, эко-кожа ощущается чуть мягче, в то время как микрофибра кажется немного плотнее. Тем не менее, здесь тоже очень уютно. На данный момент для кресел из микрофибры доступен только подогрев, но представители марки говорят, что рассматривают возможность добавления и вентиляции. Так что это, возможно, вопрос ближайшего будущего. С места водителя отлично видно, насколько активно здесь использована микрофибра, и обшитая передняя панель и другие элементы. Что ж, мне такое оформление тоже очень по душе. Оба интерьера хороши и элегантны. Посмотрите на красную контурную подсветку вокруг площадки для беспроводной зарядки смартфона. В таком свете она выглядит немного в стиле Дарта Вейдера. Даже не знаю, какой вариант мне нравится больше. Тот светлый смотрится супер элегантно, а этот чуть спортивнее. Мне нравится микрофибра, но кажется сиденье из эко-кожи все-таки слегка комфортнее. А учитывая, что в эко-коже уже сейчас есть вентиляция сидений, на данный момент я бы, наверное, выбрал именно ее, но в сочетании с пятиместным кузовом. Тест аудиосистемы. Слушаем звук Sonos. А весьма недурно, правда? Вау, мне нравится. Звучит действительно очень хорошо. На рынке сейчас полно премиальных аудиосистем, но Шкода впервые сотрудничает с Sonos. И надо сказать, я под большим впечатлением. Звучание просто потрясающее. Очень круто. Какого запаса хода нам стоит ожидать? Конечно, все зависит от скорости движения. Но поскольку эту модель теперь можно приобрести с той самой большой батареей от Volkswagen ID.7, мы можем рассчитывать на вполне реальный запас хода по трассе в районе 400-500 км, в зависимости от скоростного режима. Цены на момент съемки еще не объявлены. Мы постараемся поделиться ими с вами, как только они станут известны. Производитель пообещал, что ценник станет приятным сюрпризом. Что ж, поживем, увидим. А прямо сейчас вы можете написать в комментариях, как вам новый Шкода Пик. Что бы вы выбрали, 5 или 7-местный салон, пакет Sportline или роскошную версию Suite. А ведь будут еще и базовые комплектации с тканевой обивкой сидений, созданные для того, чтобы удержать стартовую цену на более доступном уровне. Что думаете? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну а теперь переходите к обзорам главных конкурентов новинки.